Ребята, с нас смеялись, что мы всегда берем подсак. Подсак обязательно надо брать для вот таких случаев. Гляньте, не... вот, класс. Но мы будем стараться еще больше поймать. 5,5, ну маловато еще. Следующий, семерочка, следующий наш этот барьер, это 7 надо взять. Ну, блин, крючок он оборвал в конце садка. Мы успели взять его. Гляньте на него, гляньте. Ты как с гитарой ходишь. Все, давай его в садок. Всем привет, ребята, вы на канале Ассортимент. Юр, поздоровайся, и ты. Приветики. Мы опять едем на рыбалку. На прошлой рыбалке, как вы уже знаете, мы поймали большого карпа. После этого прошло 8 дней, и вот мы опять едем на наш любимый причал в надежде поймать еще большего карпа. Ну, посмотрим, как оно получится. Кстати, у нас сегодня новый девайс, подставки под удочки. Сегодня мы получили еще одну посылочку. Рыбацкий шопинг продолжается. Называется «Стойка под удилище». Так как у нас 3 штуки удочки, новые фанатики, мы под них взяли вот такие вот подставочки. Сделано прикольно, так качественно, выглядит добротно. Смотрите, все просто. Сюда вот вставляется, затягивается, и здесь любой уровень выставляется. Посмотрим, как они у нас будут работать. Но я давно хотел такие. Вот запчасть. Едем, да, кстати, докупать винтик. Да, едем докупать винтик, потому что пришли мы не проверили сразу, одну проверили, а в одной не было у нас винтика. Сейчас в строительном какой-то винтик докупить. Я думаю, это не проблема, а потом я закажу, нам его сделают. Но все равно неприятно. Представляете, карпа 5600 хватило аж на 8 дней пирушки. Вот так вот. Как ты думаешь, ты сегодня поймаешь карпа? Хотелось бы. В общем, ребят, посмотрим, поймаем мы сегодня рыбу или нет. У меня вообще никаких ощущений нет, ожиданий. Просто идем погулять, почилить, да? Вот так вот. Отдохнем. Ой. Ой, сопротивляется. Сопротивляется. Удачи вам, спасибо. Спасибо. Класс, было, такого еще не было, да? Усатик какой красивый. Если ни у кого не клюет, а у вас есть, это вообще супер. Будет, не будет, что такое. Так, вот такая вот у нас каша. Здесь пшено и макуха. И плюс некоторые прикормки, добавки. Как на карася, на карпа, немножко. Сейчас будем пробовать. Но основная пшено, макуха. Все-таки это любимая еда карпа, попробуем. Давай. Так, одну удочку закинем, пусть стоит. Вторые будем делать. Леску мы леску поменяли, кстати, и поставили еще тоньше. Поставили 0,25. Но тест у нее хороший. Вот та у нас была 2,86, и тест у нее был меньше, чем у этой. Это 2,5, и тест у нее вроде на полкилограмма круче, чем у той. Ну, это все, как говорится, на бумаге. Но решили еще леску сделать тоньше. Снасть деликатней, мононит тоже еще тоньше сделали. Да. Не люблю просто большие снасти, кто смотрит мои видео. То есть грубые, толстые снастки. Я считаю, что вытягивает катушка и удочка, а не леска. Если у тебя фракцион затянут, мне кажется, тебе и 4, и 0,40 не поможет. Не знаю, если крупная рыба. Да. Наживка у нас традиционно пенопласт с чесноком и маленькие кусочки сала. Хотя говорят, сегодня на сало не клюет, мужики, но сейчас проверим. Раз. Такой маленький кусочек сальца. Вот вообще маленький-маленький. Я вчера нарезал. Сало тоже с чесноком. Ну, конечно, обязательно. Опа, отлично. О. Вот так вот, ребят, делаю. Ловись, короб. Большой и большой. Да, большой. Ух ты, катушечки смазал, как стали работать. Ух, приятно. Маленького уже поймали сегодня, так что нам можно побольше. Летит. Леска тоньше стала, лететь стала намного круче. Стойка для удочки. Оп. Простая конструкция, но толстые ножки здесь, да? Да. Ой, вообще прекрасно. Оп. Классно? Да. Красиво смотрится. Смотрите наш самодельный девайс.
придумали в строительном. Вот. Все равно ветер боковой, плохо, лес сносит. Ух ты! Нифига себе! Ну что-то мелкое, если вообще что-то есть. А клевало хорошо. Да надо ждать. Надо ждать, пока хорошо возьмет. У тебя там рыба клюет, а ты тут волтузишься. Клюет. Я не знаю, как говорят, клёва нет. Он, правда, мы еще не поймали ни одной, но клюет постоянно. Сейчас сделаем третью, будем Скорей. уже нормально ловить. Тебя рыба ждет. Вот, смотри, поклёв. Колокольчики, да? Вот наша конструкция снимает поклевки, наши удочки. И вот человек никак, ему удочек мало, уже третью собирает. Вот скорее, пусть клюет. рыба ждет тебя. Ага, сейчас пусть хорошо клюнет. Давай. Сейчас будешь прыгать, хватать утки. Хотя у нас есть антиугонная система. Вот с этой штуки мы надеемся, что не утянет удочку. О, кто-то тут активно дергает. Опять села, ну, да, я поставлю. Возле кофе. Смотрите, как человек любит кофе и как у него облился. красиво. Осы напали на меня. Ну что, мы уже рыбачим час. Поклевки слабые. Как, скажем так, рыба не берет, а просто пробует. Ну, пока ничего не поймали, блин. Ну да, реально клюет слабо сегодня. Ну ничего, сидим, ждем. Четко флюс срабатывает, аж нравится. Ну что я хочу сказать еще, мы отдыхаем сегодня именно реально, клюет слабо, как я уже говорил, но мы рыбачим в клипсу, перекидываем каждые 20 минут. Клюет на среднюю. В принципе, мне такая рыбалка нравится. Я люблю, когда редко клюет, но правда люблю, когда клюет что-то хорошее, редко, но хорошее. Но сегодня ни плохого, ни хорошего, но клюет, можно сказать, часто, но не берет. Нету смысла даже подсекать. 2 раза дернет кончик и все. И так постоянно. Уже 2 раза пытался, ничего не вытянул. Так что ждем, пока именно реально начнутся поклевки хорошие. Жадные, я их так называю. Ну а пока отдыхаем душой на природе. Надо цель поставить. Цель у нас отдохнуть Наловить. сегодня. Стандартно мы ловим с тобой 30 рыбинок. Не, в последнее время Или что-то одно не крупное. дотягиваем до 30. Мы сюда пришли без цели, у нас не клюет. Вы видите, как это работает? Все, давай говори. Я хочу наловить 30 карасиков, как обычно. У нас стандартные. 20 обычно. От Мы в 20, конце опустили от 20 планку, до 30 у нас всегда. раньше Карасиков. где-то в середине лета было от 30 до 40, И что-то крупненькое. а сейчас уже... Да. Или можно просто что-то крупненькое, там, на 10 килограмм. Если ловим с тобой от 5 килограмм рыбину, идем домой. Да? Ну, можно Потому так. что смысл сидеть, когда эмоции получены уже. Не знаю. Да. Ну а пока просто наслаждаемся природой, Днепром, отдыхаем. Да. Людьми, людей здесь просто. Сегодня суббота, сегодня просто, и это только начало. Еще не вечер. Представьте, время 12:30, а людей уже... Прошлый выходной тут была дискотека еще Да. вечером. Хотя я зарекался, что в выходные не буду сюда больше ходить, потому что людей просто здесь... Но... Ну, думаю, утренние суббота. рыбаки чуть и разошлись уже. Да, утренние разошлись, но сейчас начнут вечерние приходить. Тем более сегодня наконец-то первый день безураганный, скажем так. Сколько, 4, уже 5 дней, да, сильный ветер, даже больше. Уже сильно особо не порыбачишь. Свыше 6 метров в секунду, даже до 7 порой, это очень много. Еще такой нюанс, если крючок в кормушке, значит у вас клювало, это точно. А еще интересный факт, когда долго нет рыбы, ты будешь рад карасю. Сегодня вроде после
12 обещают не больше 3 метров. Там потолок вроде 3,5, но это нормальный рыбацкий ветер. Еще тем более он поменяется, будет нам дуть почти что в спину. То есть в принципе рыбалка. Ну, из хорошего. Здесь поймали на 1 килограмм 75 грамм этого карпа здесь, на нашем месте. Карпа сазана, на самом деле Сазанчика. сазанчик. И на 1,5 килограмма в Дубовке поймали, нам только что люди сказали. Сейчас Да. к нам приплывет. Конечно, приплывет, обязательно. У нас стандарт, правда, большой клюнул часа в 4-5. У нас в разное время они клевали. И в 6 вечера Но один. в основном в 2 часа у нас поклевки хорошие. Так что ждем. Сейчас еще 10 минут и перекидываем. Так, ну что, часы нам показывают, что уже прошло 20 минут. Пора перезакидывать. Ребят, смотрите, свадьба пришла. Праздник на этом самом, на причале. Смотрите, как красиво, вон. Единственный нюанс, что бывает засыпаются. Но из-за этого надо или клипсовать, чтобы был удар, или самим зажимать леску, и тогда она натягивается и выпрямляется. То есть я клипсуюсь. Хорошо. А я сейчас вам покажу штуку интересную. Интересную и не очень приятную. Вот смотрите, ребята, здесь горы мусора. Ну, парадокс. Вот, смотрите. Буквально 100 метров туда стоит урна. Довольно глубокая. Туда все влезет. А здесь свалка. Не выкидывайте, пожалуйста, мусор. Донесите вон до урны. Знаю, что нас многие люди смотрят, кто здесь гуляет. Ну, блин. Я здесь постоянно, у нас субботник. Вот, смотрите, пакет с мусором. Потому что ветер все сюда метет. Не сильно приятно это все. Вся набережная загажена. Хотя вот, смотрите, 100 метров урны стоят. Наверное, их не видно. Их надо в оранжевый цвет покрасить, наверное. Ну, короче, вы поняли. Мне такая рыбалка не нравится. Большая рыба требует терпения, как ты хотела. Я хотела прийти и поймать. Например, я не успел тебя повозить на озерах, например, может одна поклевка будет за 2 суток, но одна будет хорошая. Ну, меня бы надолго не хватило на такую рыбалку. Вот. Я бы спала где-то. А сколько раз я приезжал на рыбалки, где просидел целый день и не видел даже поклевки. И при этом платил хорошие деньги за это. С ума сойти. И такое бывает. Это рыбалка, ее надо любить всякой. Как меня, что ли? Тебя. Не смеши. А ничего, что ли, нету. Ничего нету? Надо было подождать. Ну, нагнуло классно. Вы знаете, ребята, я вот наблюдаю за всеми. И тех, кто на донные снасти ловит, ни у кого еще я рыбку не увидела. Только верховодочку увидела, и все. Это сегодня день такой, наверное. Ничего, пойму. Может, еще к вечеру дело будет лучше. Поклевка была сейчас очень хорошая. Да, клюет классно, но рыбы мы пока не видели. Ого, ты посмотри. Может, даже что-то есть. Есть, прикинь. Рыба первая? Карась, да. Класс. Маленький. Лайкос. Карасик, первая рыбка. Друзья, смотрите, только сейчас с воды выпрыгнул огромный карп, прям вверх и упал. Это я такой, ну, Как редко увидишь, реально как кит. Говорят, это хорошая примета. И говорят, когда карп выпрыгивает так с воды, он клюет. Так что будем надеяться. Киты в Запорожье, киты. Ну не киты, ну карпы. Ну да, прикольно, большой. Выпрыгнул прям с воды. О, клюет на первую. Все, пошла движуха, мне такая рыбалка уже нравится. Вот мои поклевки. Вот они. А здесь мы тусуемся. Как тебе нравится, когда к тебе подписчики подходят? Да ну, все же мы люди. Все чем-то делимся. Да. Конечно, ну, интересно пообщаться с людьми, которые на тебя подписаны.
И я удивлен, кстати. Все Что нас кто-то смотрит? Да нет, что смотрят нормальные люди, нормальные ребята, адекватные все. А помнишь, мы когда канал Даже начинали, можно я назвать вообще была правильно. удивлена, что на нас кто-то подпишется когда-то. Мне очень приятно, что они там, что нормально, адекватные люди. Очень приятно общаться. Постоянно здесь рыбачат. Постоянно чем-то делимся с ними. И с нами тоже. Да, кстати, вот один подписчик недавно дал нам этот смактунчик попробовать. Да. О, они у меня в рюкзаке лежат, еще 2 штуки, точно. Ну, сейчас пока на сало ловим. Да, нам дал подписчик 1 насадки. Сейчас мы их, кстати, сможем попробовать, потому что Это дождя как ты сегодня нет. начнешь рыбачить. Да, а еще нам человек сегодня, тоже, наверное, наш подписчик, потому что он узнал нас, уступил нам место, представляете? Сказал, я скоро буду уходить, вставайте на место. А так бы нас другие люди бы выгнали, правильно? Сказали бы, идите отсюда, мы тут рыбачим. Так что спасибо всем ребятам. Это приятно. Ребят, когда у нас какие-то появляются снасти с нюансами, вот удочка, тут не было крепления, это все переходит ко мне. В общем, у меня все с изюминкой. И вот нам дал подписчик в прошлый раз попробовать вот такие смактунцы. И сейчас я вот вспомнила, что у меня 2 осталось. Тогда начался дождь, я их убрала в рюкзак. Сейчас я... Ой, Ух ты. ой, ой. Ты портишь мне съемку, прыгаешь Тихо, тут. тихо, тихо, может что-то хорошее. Короче, ребят, вот смактунцы эти Ну, попробую. смотри, что на той делает удочки. С ума сойти. О, ребят, клёв, их что-то такое. Чё Карасик. это? Может даже не обычно, наверное. Я могу собрать подсак. Не надо так. Сопротивляется. Спасибо. Спасибо. Есть. Началась движуха. Карасик. Да, тут что-то солнце жарит сильно. Прикиньте, сейчас карп, который скинулся, возьмет вот эту штуку именно у меня. Вот это будет кино вообще. Так, ну что, мы закинули удочки в 12 часов дня. Сейчас у нас получается 13:08. Много было поклевок и поймали 2 карасика. Вот такой результат за 1:08. И скинулся карапец. Мы его видели, ты его видел. Я не видела. Все. Кстати, хочу сказать про подставки, просто классные. Классный, да. Они стоят своих денег. Жалко, что у нас одна без вентиля пришла, но мы придумали. Еще кого-то попрошу, мне на станке заточат иголочкой. Вот такая красота. Ты с каждым разом все с новыми и новыми штуками. Ты хоть немножко поговаривай еще, там леска у тебя сегодня, как она тебе? Да, леску поменял. Но я уже говорил, когда это в начале ролика я рассказывал, что я поменял леску, поставил 0,25, еще тоньше. Ну не знаю, не люблю. Мононитик ты поменял, да? Да, и мононит поменял, взял тоже очень. Не, 0,12, но немножко, мне кажется, он интереснее такой вообще. Ну, тест хороший. Не люблю вот эти, не знаю, может кто-то любит, но я больше 0,3 леску никогда не ставил, никогда в жизни. Ни на одни снасти. И то меня уже в последнее время 0,3 тоже бесит, потому что на этой удочке 0,3, мне кажется, она толстючая. А здесь уже 0,25 такая деликатная. Ребята, шнуры не ставим, шнуры буду ставить на плотву. Когда будем рыбачить, если все будет нормально, будем рыбачить на плотву, буду ставить шнуры. Но когда на крупную рыбу только леска. Надо, чтобы тянулась. Со шнуров может крупная рыба сходить из-за того, что они твердые, они не тянутся. Шнуры хорошо такую среднюю рыбу. На ладошечного карася, на плотву. Для интенсивной фидерной рыбалки, скажем так. Хорошо шнур. Ну, кстати, я шнур буду использовать на плотву зимой, только шнур. Какая леска может быть? Оп, клюет, смотри. Еще заметил, эту удочку я закидываю самое ближе. То есть эти две подальше, эту ближе. И рыбачу в клипсу. Здесь клипсуюсь, но специально для Иры ее закидывал, ну, чтобы закормить, чтобы она докидывала. И я заметил, что на эту удочку постоянно клюет. То есть Да. рыба, наверное, ближе к берегу, а вот дальше, которые закинуты, уже плохо. Но это хорошо. Вот карп скинулся далеко, как раз примерно где мои снасти. Крупную. Дергает. Да, вижу, постоянно дергает. Но которая ближе закинутая, уже 2 карася поймал на нее. Так что, наверное, рыба все-таки ближе к берегу. Ну, именно такая средненькая, маленькая. А крупная, возможно, из-за чего надо дальше закидывать, из-за того, что людей много.
она, возможно, более осторожнее, из-за этого она будет держаться дальше. Но это мне так кажется, не знаю, насколько это правда. Потому что утром, говорят, прямо на поплавок возле берега поймали коробчука на 1,5 килограмма. Не знаю, правда, нет. Ну и на килограмм мужчина поймал. На килограмм, но он поймал тоже на фидер, на дальний заброс. Кому интересно, могу показать, как мы снимаем, чтобы у нас долго работала техника. У меня есть вот такие штативы разные, такой, вот такой. В общем, я его собираю. Дальше у меня есть здесь фонарик. Сейчас продемонстрирую. Вот. Ну, это в темноте будет видно, как он светит. И есть рыбацкие крепления. Я это все закрепляю, чтобы выход был близко к камере. И камерой подключаю кабель на зарядку. И таким образом можно снимать целый день, даже больше. Сутки, двое суток. И питание постоянно идет на камеру. Вот такое вот приспособление. Может, кому-то интересно, я не знаю. Мне всегда интересно, у меня много камер всяких. Там у меня телефон снимает с хорошим зумом. Классно пишет он, кстати. Вот. И на экшн камеру снимаем. Еще зеркалку думаем брать, но ее неудобно. И если дождь намочит, будет беда. Третий карасик у тебя. 4. Просто не проспала А, со своими разговорами. 4-й карасик. Сейчас клювала на всех удочках, пока эту тяну. Кстати, клюет, хочешь, можешь порыбачить. А я не успеваю просто. Не знаю, сало хорошо работает. Мы же готовим сало по рецепту по-нашему. Какая разница? Мне кажется, сильно особо большой разницы нет. Главное, чесночка добавить. Чесночка. Друзья, сейчас 13:57, 2 часа дня. И начался активный клев. И мы, наверное, будем рыбачить вместе, да? Чтобы успевать. Он не успевает на 3 удочки. У меня есть вот эти смоктунцы, которые нам дал подписчик наш. Я сейчас их попробую. Возможно, они классно работают, просто тогда не было возможности. Смотрите, и подсекать не надо. Вытягиваешь уже с рыбой прям. Продаете? Берите. Почем? 100 гривен штучка. Сколько? 100 гривен штучка. За 100 гривен сам не робиш. Как делаешь, не в цене. Я сейчас вытяну коропа на 6 килограмм, могу продать. Ну хорошо, будем ждать. Хорошо. Короче, эта штучка у нас рассыпается. Полежала в рюкзаке у меня без коробочки, просто в пакете. И видно, как-то испортилась. Вот. Навесом таким, что даже до клипса нет. По идее, тут рыба. Друзья, по традиции загадывайте желания все. Тем рыбку и выпускаем. Я думаю, вона... Все, пока. Через не проводят. Сопротивляется? Так ничего, она сопротивляется. Тарануха. Таранушка первая. А на що ви вообще На сало. Тут пенопластик маленький, маленький кусочек сала. Мы ловим. Вот пенопластик маленький и кусочек Дней сала. назад коропа на 5500. Вот так вот. А да? 8-7 дней назад мы здесь поймали коропа на 5500. Зразу тільки закинув. На 5600 почти. Потім ото 4 Большого. Под сак, да, витаскував. А, да, вот под сало. сильний вітер був, як хер. Там реєструємо. Але ви якось так клуб представляєте, так? Не, у нас YouTube канал. А, тут ви знімаєте YouTube канал Да. про рибу. Ви не будете попадати в кадр, тому що будете невольними учасниками. Ясно. Провода висять. Это уже не любитель, я невольный участник. Впечатлення, що не зірвало.
Сейчас 14:12, у нас 6 карасиков и 1 таранька. Вот так. 500 рублей. Я вас приглашаю к себе в Токмак. Шло воно 40 дней у нас. Да, на пока пришло пустило корни. Я его просто там, я просто к Маке часто бывал. Только надо удочки тебе брать. Да, дорогие нормально, ты знаешь. Пропало, может, произошло 3 у нас. Пустило корни. Они уже с корнями уже посадили. Що у нас? Я не знаю, який там результат. Ну, я вважаю, це не то таке. Виноград я ловлю. Мы амура ловили. Росте, там занимается, продаю его. Нет, это мое хозяйство лично. Так это ваш водоем? Да. Прикольно. Зарабляете его, да? Да. А что за рыба у вас там? Амурка. Короче, она называется. Если вам будет интересно, мы вам подготовим место. Вот эти интересные прикольчики. Вам будет просто поплавка. Так, да? У нас громада. Прибегай, без руля. Вытер эту палку, вытягивай. С трусти вытягивай, я рискую. Вторая таранушка. Если будет 3, будем солить. Кстати, мне тут одна женщина посоветовала, как рыбу сушить. Я хотела сушилку купить, а она мне посоветовала обвернуть марлей. И, блин, так супер у меня высохло, вы знаете, просто класс. Спасибо большое. За 1 день высохла рыба у меня. Пригласили нас ребята порыбачить в Токмак на их собственном водоеме. Так что, если вы нас все-таки посмотрите, мы к вам, возможно, приедем. Ой, мне кажется, у меня что-то там есть. Ракушки клюют, ракушки, смотрите. Сало нравится всем. Асти снова. Подходим, ребят, чтобы я вас не зацепила. На клипсе не докинули, да? В этот раз нет. Ну как съемки идут? Как идут съемки? Ну вот камера одна, вон вторая. Та снимает, как клюет рыба, это снимает общий план. Да мы тоже хотели сняться тоже. А то просто у нас, ну, Сняться? да, Вас снять? да. Чтоб мы тоже в YouTube попали. Да, ну давайте. Скоро, через неделю. Расскажите, как у вас дела? Нормально. Не, пусть расскажут, как они к рыбалке относятся. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Данил. Вот Данил наш подписчик уже. Как... И меня зовут Данил, я тоже скоро подпишусь. Супер. Я тоже ваш подписчик. Спасибо. Я тоже вот тоже рыбалил, я вот сначала не получалось, я словил вот такую, это моя первая рыбка, вот такая была. Ага, Карасик. класс. А я здесь ловил, у меня порвалась леска и все упало. Ой, у нас часто что-то рвется, не А переживай. мой дядя вот словил рыбу вместе с раком. И рака у нас тоже 1 раз попался. Передавайте кому-нибудь привет, давайте. Маме передаю, папе, который любил рыбачить тоже. Супер. Я тоже, Сестре передаю, которая у меня сейчас племянником. я тоже передаю своей семье привет. Маме, папе, сестре, всем, короче. Супер. Какие вы молодцы. Класс. Лайк. Лайк. Молодцы, ребята. 2 Когда Данила. мы будем уже скоро на YouTube? А вот скоро я смонтирую и попадете в YouTube. И теперь покажу мам своим родителям. Класс. Вот рыбаки с детства. Вот видите, как интересно. У меня уже есть своя личная удочка. А я уже и пытался на даче рыбачить. Ой, я тебя понимаю, у меня тоже появилась А, недавно. я вот в селе, у нас все был, как ваш канал называется еще? Ну, я тебе потом... Ассортимент рыбалка. Их на Антале разбили какую-то банку, их там штук 200. Кошмар. Мы растем. Будем богатыми и счастливыми, да? Да, главное счастливыми. Вот так вот. Да не, мне кажется. Нет, кто-то есть. Да не кажется. Рыба есть, говорю тебе. Вот, гляньте. Таранулька. Вот она сидела, у меня дергала. Давай. Сейчас 14:39. Представляете, 2-й карп уже из воды выпрыгнул. Прям тут уже поближе. Так что у нас есть шанс, что он зацепит наш крючок.
есть что-то? Не знаю, но так потянуло сильно. Есть, наверное, что-то есть. Сейчас. Да. Я бегу. Не-не-не, слабенько, легко, правильно, не спеши. Ну, хороший, ну. Не, не крупный. Вот. Что-то есть. Может, маленький карапец? Ой, Карась. карась? Это короб. Ну какой? Какой он взвесил? Гляньте, какой крутой. Боже мой, а ну иди сюда. Ребята, гляньте, какой крутой. Ребят, а ну держи, я его взвешу. Ладно, интересно, давай. Сейчас взвесим. Так, ребят, гляньте, какой классный. Классный чувак какой. Какие-то у него губы помятые. 315 грамм. Лайк. Кантер не буду далеко прятать. Может, у нас сегодня будет день взвешивания рыбы. Взвесили чужую рыбу, свою рыбу. Да так, слабый, сегодня слабый. Я возле вас, можно на парапетике? Ну, садитесь, ну там цепы говорят. Цепы, да? Вы попробуйте. Попробуйте, но тут никто не ловит из-за цепов. Если вдруг оторвете, то это Ага. место Ну плохое. если места нет, что делать? Ну да, так все. А может, вы так далеко кидаете, что перекидываете и все. На пластике держи. Прикольно. Ой, Сережа. Ой, Сережа. Забыла, сколько я рыбок. Интересно, что там внизу? Сейчас 15:36, что-то затишье. Мне вообще такая рыбалка не нравится, если честно. Сидишь, что втыкаешь, ничего, неинтересно вообще. Один раз, да, ну цепь. Сережа, Сережа, плюет. Сережа. А, если есть, то что-то меленькое. Ой, какая. Ну что, друзья, 16:10, что-то вообще затишье. Ребята там с подсаком удят какую-то крупную рыбу. Какую-то крупную, пойду посмотрю. Где-то на килограммчик, может чуть-чуть меньше. Ну, мужчина его так держит, как будто он большой. Короче, друзья, сегодня ловятся карпы. Полчаса назад вытянули на 4 килограмма карпа. А только что на килограммчик вытянули карпика вот такого. Я покажу. Класс. Сегодня карпы ловятся. А мужчине я сегодня помогал вот час назад килограмма на 4. Я ему помогал. Ой, С супер. этим сачком. И вот это мне теперь повезло. Класс. Лайк. Супер. Буду пробовать на пуфик чесночный, сейчас заброшу. А то потому, что у меня не клюет уже на сало. Надоело сало, рыбе видно уже все. Нет, что-то есть.
Маленький, слушайте, я клюнул только, не знаю, акула. На желтый пуфик клюнул карасик у меня. Маленький такой, небольшой, но хоть клюнул уже, хоть... У вас клюет! Вы смотрите как. Сейчас 16:48, начали вливать карасики. После 4 время карасей. Вытянул на сало карася. Все, пуфики уже перенравились, опять нравится сало, получается. Облако приплыло. О! Вот. Таранушка такая. Вот это так дергалось сильно. Да, Один антикласс, класс. Какая-то ранушка, она мне клюнула на чесночный огромный пуфик. Вот так вот. Начался клев, рыба клюет на все. У Сережи на сало, караси, а у меня тарануха на пуфике. Ну, короб. Да, сазанчик такой небольшой. Манипуська, да? Да, ну, за что? 500 грамм, наверное, да? Не, 400. да, где-то 400-300. Усачика поймали. А на что он у вас клюнул? На хлеб. На хлеб? Да. Класс. Класс, подсак пригодился, прикиньте. Ой, не могу. Вы представляете, прям под берегом они плавают, эти сазанчики. Не обязательно закидывать там за 3 километра. Мы, короче, тоже решили под берегом порыбачить. Вот. Сейчас посмотрим, может удастся нам что-то крупненькое достать. Уже клевало хорошо. О, клюет. Ух ты. Да? Класс. Новый вид ловли. Прям возле берега. Ребята поймали маленького коровчика и карася прям возле берега, и мы решили. И реально работает. Ой, сейчас съел. Как, да? Вот и мне кажется, что она возле берега пошла. Ну, честно, я ее, как это, знаешь, как это, я ее чувствую. Ну что, друзья, сегодня рыбалка так себе. Мелкий карась, один крупненький клюнул. Видели, как карп скидывался. Сосед у нас поймал карпа где-то на кило.
Плюс мы пришли, парень поймал, плюс говорят, еще на 4 поймал, но мы, к сожалению, ничего не поймали. Не знаю, но сегодня рыбалка такая. Наши соседи вечером прямо под берегом поймали карпушу. Да, и мы пробовали, что-то клювало даже, что-то сошло даже. Мгм. Ну как под берегом они карпушу поймали? На 300 грамм это не карпуша, это я не знаю. Но все равно плавает под берегом, людей не боится. Да. Сегодня день карпов, в общем, классно. Да что Люди там карпов, мы же наловили. ничего не поймали. Штук ну, 5 там. поймали. Зато люди поймали. Это тоже так классно. Ну, Я сходила по фоткам. Клев вообще плохой был, видать, из-за погоды, может, из-за ветра, из-за жары, я не знаю. Поклевки, как сказать, клюнет и все, типнет все. Бывает даже хорошо типнет, но одноразово. То есть рыба как бы не сильно хотела брать наживки. Мгм. Мы пробовали и пуфики, но все равно на сало лучше. В конце перешли на сало ловить. Зато внизу говорили люди, что плохо рыба клюет. И поэтому наше место, оно по-прежнему хорошее. Да, и сравнению. народу сегодня было очень-очень много. И где-то часов 5 и плюнуть негде было. Целый день движуха. Люди Да. даже приходили и сердились, что все занято. Да, и люди сидели даже там, где зацепы. То есть Да. людей было очень много. Не знаю. Мы попро- поймали 19 рыбок. Да, хотим поехать еще где-то 30 сентября, не знаю, там как получится. Попробовать еще половить. Хотим Да. перейти уже на снасть, если честно, на 2 крючка опять, да, вернуться, наверное. Только чуть-чуть другую модель. Без звездочки их повязать, чтобы они вытягивались. Вдруг крупная Мгм. рыба, чтобы он мог вытянуться крючок, чи поводок, и лучше было тянуть. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Надеемся, вам интересно. И в будущем нас пригласили в Токмак на ставок. Кстати, да, уже. ребята, нас сегодня пригласили Да. в Токмак. Может, мы поедем, запишем. А на том ставке рыбачить Да. нельзя, как бы человек для себя его держит, но... Нас пригласил. Ну, я Сказал, мы вам дадим Не, он место, только сказал, приезжайте. если как все наладится, так, Ну, всё- естественно, мы да. же никогда не наладится, не Да. поедем. И он дал номер и сказал, ребята, просто как бы сделайте для людей, что вот такие вот ставки есть. Да. Не знаю, если Попробуем. все будет хорошо, может, когда-то и поедем. Я думаю, рано или поздно все закончится. Мгм. Все начинается и все, конечно же, заканчивается. Не бывает такого, что надолго. Ну, может и надолго, но... Ладно, но у нас не политический канал, не будем До на эту тему новых карпов рассуждать. всем. А, ребята, еще хочу сказать о времени. Блин, приезжаешь, кажется, боже мой, столько времени. Там, тебе 8 часов, думаешь. А на самом деле так все быстро проходит, и аж приезжаешь в какой-то панике, что ли. Возможно, рыбаки поймут, блин, так все быстро закончилось. Ну, Так, мне сегодня так было ночевки, скучно. честно, не хватает ночевки, не хватает. Когда ждешь вечера, потом ждешь утра, потом еще сидишь, вообще не хватает этого. Честно, самые классные рыбалки это 2 дня. Жалко, что тогда мы не вели каналы, но я любил ездить на 2 дня. Когда едешь на 2 дня, вот это самая лучшая рыбалка. Потому что у тебя есть 2 вечера, 2 утра, блин, вообще классно, если честно. Это 2 захода, 2 заката, блин. Классно, есть шанс закормить Скоро хорошее начнутся место. туманы. Все знают, кто живет в Запорожье, что у нас запорожские туманы. И все знают, что у нас такие туманы, что даже аэропорт не работает, когда туманы. Так вот, мы пойдем и снимем красивый рассвет обязательно. Выделим время и пойдем. Будешь, конечно, рыбу большую поймали. Ну кому что, короче. Ну ладно, ребята, спасибо, что с нами.